Вот это вот проектор здорового человека. Знаете почему? Потому что это действительно топ. На текущий момент Tandil TD99W это один из самых прикольных проекторов, который я тестировал, ну, наверное, за последний год. Почему? Да потому что они пошли правильным путем. Они ушли от этого обглоданного андроида, который делают и пихают в проекторы все, без Google сервисов, без ничего, без нормальной сертификации. И пришли наконец-то к платформе VIDA. А вот на VIDA делаются уже достаточно серьезные решения. Это по сути VIDA платформа, которая ставится в серьезные конторы с телевизорами, но только вместо экрана у нас проектор с классной яркостью, на секундочку, при этом быстро, классно работающий. С Netflix, с HDR, кстати, с Dolby Audio лицензией. На секундочку, в каком проекторе у нас, допустим, на AliExpress есть Dolby Audio лицензия нормальная? Да в этом. Они, конечно, немножко ударились в маркетинг, заявили о том, что у них 5000 ансилюмен, я сразу посмеялся, но при этом, вот вы видите сейчас кучу этих фотографий, у нас есть люксометр, ну не люксометр, да, люксометр, все правильно. И мы определяли и замеряли реальной яркости порядка 1500 люмен, от 1500 до 1800, и это тоже абсолютно Unreal для 1 LCD проекторов, это действительно очень ярко. И вы сейчас видите вставку, я его смотрел при 100% освещении. И вы посмотрите потом на тот ambient эффект, который он дает в полумраке, то есть это даже не полностью затемненное помещение было, он полностью освещает. При этом он очень быстро работает. Здесь 4-ядерный процессор. Ну, в случае с VIDA платформами сертифицированными, процессор там узнать это целый квест. И в основном на таких платформах стоит 1 гигабайт памяти, которого хватает абсолютно для всего, потому что там нет этих гугловых огрызков. То есть отлично быстро работающая система. Классно работающий Netflix. YouTube с правильно декодируемым HDR конкретным, с проигрыванием 4К ролика в HDR, с приемом честного сигнала 4К 60 FPS HDR с внешнего устройства. Есть игровой режим для PlayStation и подобных вещей с низкой задержкой. И это не все. Здесь есть возможность докалибровки не просто как у простых китайских проекторов. Здесь можно и гамму, и яркость гаммы, и калибровка гаммы, и просто делать все, что вам захочется. С автофокусом, конечно, с автокейстоуном, и проектор вышел просто сумасшедшим. А отдельно хочется отметить шикарный звук, 2 25-ваттных динамика, ну и, конечно же, дизайн. Дизайн классный, можно на потолочек, кстати. Смотрите. Вот так вот он выглядит. Спереди у нас камера автофокуса и автокейстоуна. Как мы видим, сразу Dolby Audio. Здесь конкретная VIDA стоит со всеми сертификатами. Это Tandil. Смотрите, у нас сзади есть USB-шечка, есть HDMI. Окошко для инфракрасного поиска, вернее для инфракрасного управления пультом. Кстати, пульт у нас, смотрите, с фокусом. У нас есть здесь различные штуки. Есть кнопка Netflix, YouTube, Disney Prime Video. Они, кстати, тоже у нас сертифицированы. И пульт у нас даже с голосовым поиском. Но, правда, для голосового поиска в виде нужно заходить в аккаунт VIDA. Но при этом есть стороннее приложение VIDA в Play Store. И вы можете его установить, управлять вашим проектором со смартфона. Вот такое я вижу первый раз. На секундочку. Поддержка HDMI CIC, HDMI ERC. И мало того, Dolby True HD, он декодирует Dolby True HD звук. Я такое вижу в проекторах первый раз. Яркий, классный и вот очень мне сильно понравился. Больше здесь смотреть нечего. Смотрите, как сделано у нас гнездо питания. Это вообще такое решение. То есть вы можете его классно спрятать. Вы можете его переворачивать, крепить куда-нибудь. У нас здесь есть винт крепления, как мы видим. Видите, у нас есть сертификаты ROHS, Dolby Audio, HDMI. То есть это официал. Вот первый раз это, ты говоришь, не китайская подделка, а китайский проектор, уже, который можно назвать брендовым, потому что он получил практически все необходимые сертификаты для того, чтобы он продавался официально в Европе. Интересно, да? Сейчас мы пойдем посмотрим, сколько стоит, что заявляет производитель и, конечно же, будем тестировать. В комплекте у нас есть еще HDMI кабель, вот такой вот, есть у нас вот такой вот кабель угловой и, конечно же, пульт. Пульт вы уже видели. Ребят, переходим
Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки на проверенного продавца с купонами, с промокодами лежат в описании под видео. А мы поехали дальше на канале Технозон. Ну смотрите, на Алиэкспресс он стоит $450 и вполне оправданно. То, что они там пишут TD99W вида 4К, это, конечно, интересно, но это чистый Full HD проектор с декодингом 4К. При этом самое важное, то, что они пишут, это Dolby Audio. И они не пишут одного. Здесь полный сертификат Netflix. О чем я вам уже, конечно же, успел прожужжать мозги. Но давайте немножечко еще и по маркетингу их поругаем. То, что они пишут 5000 ANSI люмен, к сожалению, нет. Это неправда. Мы с вами уже разбирали реальную его яркость. А вот то, что там с 50 тысяч вот этих вот китайских оптических люмен, потому что как делят они люмены? Есть оптические, есть ANSI, есть люмены источника. Они используют люмены источника света 50 тысяч, реальных там мы уже с вами обсуждали, а вот по заявленным разрешениям абсолютно все четко. Да и в принципе та яркость, которая есть, она просто топовая на рынке для LCD проекторов. Есть поддержка игрового режима, 50 Вт. Динамики просто шикарнейшие, сразу говорю, на тестах я просто обалдел. Двухнаправленный Bluetooth 5.1, это значит, он будет хорошо с акустикой Bluetooth работать, и мы видим сразу здесь и YouTube, и Netflix, и HBO, потому что это конкретно сертифицированная вида. Такая, как на телевизорах вида, с операционными системами вида. Теперь дальше, очень быстрая, с Dolby Audio подтверждаем, HDMI ARC поддерживает, HDMI CIC, eARC тоже поддерживает, HDR10 поддерживает шикарно, и контраст у нее 30 тысяч к 1, с автокейстоуном, с автофокусом и со всем остальным. То есть тут все, как бы вообще вопросов нет. Ну, по яркости они, конечно, преувеличили и включили свои вот эти вот китайские штучки. 90% DCI P3 покрытие, хотя они пишут DCI 99V, короче, такие хитрецы. По автофокусу мы уже поняли, Dolby Audio, все классно. Нам интересна фокусная дальность. А вот она, пожалуйста. У нас рекомендованная 100 дюймов, это 2,6 метров, вы должны понимать, 80 дюймов 2,13, 60 дюймов 1,60. 120 дюймов 3,1 метра и 150 дюймов 3,85 метров. Это очень хорошие показатели, очень хорошие фокусные расстояния. Есть режим низкой задержки для игрового режима и, конечно же, вот эта вот расширенная оптимизация цвета. Вы сейчас посмотрите. По всем режимам мы тоже посмотрим. Ну и, в принципе, больше нам здесь обсуждать нечего. Кроме того, что подписки на стриминговые сервисы, вы знаете, где купить. tvtechnozon.com.ua в Украине и, конечно же, проверенные ТВ-боксы для проекторов, телевизоров на technozon.com.ua тоже можете приобрести. С промокодом Технозон будет хорошая скидочка. И в подарок вам еще бесплатно стриминговых сервисов дадут 6 плюс 6 месяцев Sweet TV и Nexon. Ребят, переходим уже на тесты. Именно с режима очень низкой задержки для игровых устройств этого проектора я решил начать. Слушайте, у него действительно очень низкая задержка, при том, что этот проектор поддерживает HDR, потому что я на нем играл в PlayStation. Да, и для PlayStation он подходит. То есть, если я пойду сейчас в настройки, пойду сейчас в экран и видео, то он поддерживает, смотрите, вот, в текущем экране, в текущем сигнале это 4К 60 Гц, HDR, пожалуйста, и он HDR с внешнего устройства поддерживает. И вот, давай, ну VRR, конечно, не поддерживается, и давайте вот сразу мы перейдем, я вам покажу один момент. Та-дам, главный экран, очень красивый, яркий, и это реально сертифицированный, ну сейчас оптимизировано для игровых настроек, потому что подключен PlayStation. Реально сертифицированная вида, как на телевизорах, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Имеется в виду, что у нас есть и App Store, фирменный видовский. Вот он, пожалуйста, с возможностью установки сертификатов сервисов по типу Spotify. У нас изначально установлен Netflix. У нас есть даже, знаете, ну там Prime Video и все остальное. У нас есть даже, вот сейчас я вам покажу, вот такая штука, как AirPlay сертифицированный. То есть здесь будет работать AirPlay и Apple HomeKit. И это не сторонние приложения, это конкретно полная совместимость с Apple. Также у нас есть трансляция экрана через Miracast. При подключении
внешних устройств мы увидим поддержку и XFAT, и NTFS, и есть у нас еще стандартные видовские фишки. Это совместная трансляция контента, музыки и тому подобного. То есть реально вот очень круто сделано. Но если вы не верите, что здесь сертификат Netflix, давайте проверим. Заходим на любой фильм, который есть с HDR на Netflix, и видим, что у нас есть HD с HDR. Мало того, на внешнем устройстве, когда подключаешь с 5.1 звуком, он будет давать еще и 4К с HDR. То есть, ну, давайте я вот не воспроизвел, потому что вы скажете, а ты не нажал про воспроизвести. Давайте нажмем воспроизвести с HDR, пожалуйста. Вот все воспроизводит в полном возможном для проектора качестве. А почему я говорю в полном возможном? Потому что Full HD матрица, да, здесь именно присутствует. 4К он даунскейлит с внешнего устройства, во внутреннем устройстве он может декодировать 4К с SSD и тоже даунскейлит до 1080p. Но на проекторах это не так работает. На проекторах 1080p это всего лишь оптическое разрешение. Но если он поддерживает 4К, то это будет 4К. Теперь смотрите на качество изображения. Он спокойно проигрывает в YouTube AV1 кодек, пожалуйста. У нас есть с вами, давайте я включу статистику для сисадминов. Мы видим AV1. Сейчас я для вас буду дополнительно записывать со смартфона, чтобы вы видели дополнительное качество более хорошо. У нас можно менять скорость воспроизведения, и он конкретно декодит с HDR. Если вы видите 1280 на 720, то там конкретно стоит множитель на 1,5. Это значит, что он работает именно как Full HD. Отлично. При том, что я могу сейчас включить другую, допустим, композицию, да, вот наше видео, которое мы создавали, для проверки звука. Давайте мы послушаем с вами. Очень громко и очень хороший звук. Да, здесь нет суббаса какого-то там сумасшедшего, но это уже такого, знаете, как у хороших телевизоров. А ну давайте мы сейчас чуть-чуть дальше, чтобы посмотреть. Ну, воспроизводится вообще шикарно. Громко, классно, четко и мало того, еще и с Dolby Audio. А как мы проверим Dolby Audio? Я вам скажу очень-очень просто. Мы пойдем на наш NTFS диск, и я вам сейчас покажу то, чего не поддерживает ни один проектор. Смотрите, ну DTS здесь нет, зато здесь есть Dolby True HD. И он декодирует этот звук Dolby True HD, пожалуйста. У нас есть Dolby обыкновенный, пожалуйста, Dolby Audio. Это все работает. И у нас он воспроизводит спокойно, например, те же самые 4К ролики в 4К HDR, очень шикарно, который дает отличный амбиент на всю комнату. У нас не полное затемнение, кстати, и вы сейчас посмотрите реально, насколько это классно, красиво работает. А это прям очень контрастно, очень качественно. При том, что если посмотреть на регулировку самого изображения, на качество изображения, то есть если мы пойдем с вами в картинке Бурож посмотрим, у нас, к сожалению, 24 кадра нет, можем не проверять, но это стандартная тема для 1 LCD. У нас нет никакого абсолютно оверскана, здесь все четко, и мы видим, что он калиброван под яркость, под контраст, очень красиво, классно откалиброван, но это не все. У нас можно докалибровывать не просто яркость, контраст, там, как у других. Во-первых, можно режимы переключать, да, у нас там есть стандартный, кинотеатр, динамический, там спорт, мы можем по режимам пойти. А можем настройки режимов изображения, то есть есть яркость, давайте вот так вот сделаем, да, яркость, контраст, насыщение цвета и резкость. А в дополнительных настройках у нас есть, есть еще яркость адаптивная, улучшение детализации, настройка гаммы и калибровка гаммы. Есть калибровка цвета с сохранением глаз, low blue light есть, с цветовой температурой, с цветовой гаммой, еще и четкость можно с шумодавом регулировать. Такого нет ни на одном проекторе. На секундочку. Давайте дальше пойдем. У нас есть очень классное отображение базовых цветов. Теперь посмотрите на тот амбиент, который оно дает на всю комнату. Посмотрите на эти базовые цвета, посмотрите, как он заливает комнату. Даже при неполном освещении он полностью заливает светом комнату. То есть это прям вообще топ. При этом расстояние не самое маленькое. То есть мы имеем сейчас там, это просто шуширик, и так оно у нас сглаживает. Мы имеем достаточно серьезную с вами яркость этого проектора.
Давайте дойдем до базовых картинок. Девчонки у нас хорошо выглядят. Есть разделение на прямоугольнички цветные. Квадратики видны во всех прямоугольничках. То есть калибровка у нас отличная. Яркостно-контрастный анализ проходит. Базовые цвета отличные. Даже здесь видны вкрапления яркостно-контрастные. То есть проектор правильно откалиброван и он хорошо калибруется. Также как он хорошо проходит яркостно-контрастный анализ в сером, синем, зеленом и красненьком. И, конечно же, у нас минимальное, абсолютно минимальное линзирование. То есть эта оптическая система достаточно неплохо сделана. Натурально выглядят вот эти все реснички, очень детализованно. Посмотрите, как птичка выглядит. Сейчас я на смартфончике сделаю, вот на черном фоне, как выглядит птица. То есть по качеству отображения данный проектор действительно хорош. При том, что здесь работают такие стриминговые сервисы, как наши там украинские Мигу, ГОС, ВТВ, они все изначально предустановлены в полном качестве фактически. Мы с вами можем смотреть эфирное телевидение, оно все хорошо переключается достаточно быстро. Смотрите, то есть никаких вопросов у нас нет. Давайте еще другой канал включим. Все, по мультимедиа контенту на внутреннем плеере вообще вопросов нет. По настройкам самого проектора у нас есть, ну то, что режимы там сейчас HDR стандарт у нас включен из-за, допустим, той же плойки. У нас есть проекционные возможности, это автоматическая коррекция трапециоида, скажем так, ручная коррекция, автофокус, который работает шикарно. Автофокус просто идеален, смотрите. Все четко, так же, как и автокоррекция трапециоида, тоже отлично работает. Ручная есть масштаб изображения, регулировка положения. Это имеется в виду, вы можете его смещать лево-право, вверх-вниз. Автоматическая коррекция трапеции при включении, при выключении, то есть при любом дергании. Это все есть как стандартные функции. А то, что есть еще обход препятствий при трапециидальных или искажениях, да, то есть по сути, если что-то попадает в препятствие экрана, то оно обходит это препятствие, уменьшает экран. И выравнивание экрана тоже идет при коррекции трапециидальных искажений. Есть установка плана отображений и все, и больше ничего такого интересного. Вот по звуку здесь совсем классно. У нас есть настройка аудиопотока с балансом синхронизации звучания, есть вывод на HDMI ERC. Есть у нас HDMI ARC, Bluetooth динамики поддержка, настройка режимов звука, при этом достаточно прикольно и для всех источников, для текущих можно отдельно, и режимы звучания есть с пресетами. По соединению есть Apple Play HomeKit, подключение мультимедиа через различные интерфейсы, есть поддержка полного пакета HDMI CIC, а главное, что у нас есть даже приложение. У нас есть мобильное приложение для вида, я сейчас включу запись экрана для того, чтобы вам показать. Вот, пожалуйста, есть наши приложения, у нас есть возможность включить каждое из этих приложений, то есть быстрый запуск. У нас есть пульт, допустим, тот же самый, смотрите, то есть я сейчас вошел в управление видео, мы можем регулировать громкость, переключать каналы. Давайте мы назад с вами пойдем. Вот, пожалуйста, назад. Можем на домик нажать. И вот это вот просто классно. Есть цветные кнопки, и есть даже мышка, чтобы вы понимали, в приложениях, которые это поддерживают. По сути, это вообще невероятно. Давайте мы с вами еще в настроечках посмотрим в специальных возможностях. У нас тут есть настройки субтитров, голосовые инструкции, обучение пульта DU. Это для людей с нарушенным зрением. Тип аудио, допустим, видите, у нас тип аудио обычное, аудио описание. Это для людей с ограниченными возможностями. Есть прозрачность меню, высокий контраст, и в самой системе у нас есть возможность времени установки, таймера, языка, голосовой службы, родительского контроля. Кстати, родительский контроль есть. Настройки самих приложений, очистки кэша, куки и тому подобного. И в дополнительных настройках у нас есть стартовая страница по умолчанию. Она может запоминать, например, какая была либо домашняя режим при включении, это режим ожидания, либо выключать, либо включать питание, либо режим ожидания. Настройка Art Gallery — это скринсейвер. И настройка расширенного просмотра, включить автоматическое распознавание контента ARC, тут настройки звука автоматически. Короче, здесь полный функционал телевизора на вида, однако вот вместо экрана телевизора здесь стоит просто-напросто проектор. Давайте включим сторонний ТВ-бокс. Вот, кстати, видите, там вот маленькое окошко, а там уже Mi Box работает. Внутри там видно проекцию Mi Box. Прикольно, кстати, это прям классная реализация. Давайте заходим на Xiaomi Mi Box. И что я здесь хочу вам показать. Дело в том, что в самом Mi Box я хочу вам показать, что он поддерживает 4К 60 FPS на входе. Смотрите, у нас если экран и звук,
у нас конкретно 4К 60 FPS идет. Через Netflix мы можем с вами сделать диагностику, скажем так, сигнала, который принимает проектор, дает ли он по EDIT разрешение на HDR, на 4К и на 5.1 звук, который он может декодировать. Давайте тот же самый создатель. Заходим, 4К HDR 5.1 звук есть, смотрим воспроизведение. Да, все супер, отлично, с HDR, со всем остальным. И в ютубчике, конечно же, тоже должны проверить с вами HDR и возможность воспроизведения 4К на внешнее устройство по декодингу на YouTube. Включаем 2160 HDR, статистику для сисадминов. Да, это супер, это действительно супер, HDR он пускает на наружное устройство. Ребята, переходим, делаем выводы. В качестве выводов мне очень сильно понравился данный проектор. На текущий момент из 1 LCD из Китая, я считаю, это один из лучших проекторов, которые можно купить по своим возможностям. Какая-то очень хорошая яркость, плавность. Да, есть из минусов, нет 24 кадра и нет уплотнения, но вы это можете решить просто-напросто использованием внешнего источника для воспроизведения, как мини-ПК, например, с подплеером с уплотнялкой. И тогда у вас не будет джаддер эффекта, если он вас сильно так мучает, потому что процент людей, которые мучаются джаддер эффектом, достаточно низок. В основном все смотрят как есть. Стриминг, пожалуйста, прямо на внутренней части, при том, что есть Media Station Mix, можно вообще обойтись без ТВ-бокса. Ну а в целом с вами был Бабл на канале Технозон.